Продолжая нашу тематику, с прошлой сессии о природе нормативных теорий можно выделить общую дилемму. Нормативные теории призывают к объективности для обеспечения общего авторитета, при том обстоятельства, что всякая нормативность в конце концов укоренена в волевой индивидуальности. Для достижения соответствия с нормативными теориями требуется, чтобы либо мы стали объективными, либо объекты нормативности оказались индивидуальными. И при наблюдении первого, то есть, чтобы мы стали объективными, мы, однако, вынуждены перейти от условно-нормативного к чисто созерцательной сфере. В то время как другая альтернатива, то есть, когда объекты нормативности являются индивидуальными, вот такая сценарий раздробила бы универсальность всех этических претензий. Но все-таки происходит здесь лежащее в основе нормативной теории соединение между теоретическим разумным и этической нормативностью, в то время как оно никаким образом не вытекает просто по необходимости из теоретического разумного. И в результате возникает компромисс в том, что философы явно вводят базирующиеся на чувствах оценки, как будто они сами по себе образуют бесспорные, непоколебимые истины, абстракции разума. Но при том, что чистый разум здесь все-таки не может ничего сказать в своем недвижимом, возвышенном равнодушии, что, кстати, является положением, которое уже давно излагается в описании Парменида о тон моном, то есть по-гречески об едином. Так же, как философы Платона и философы его многочисленных последователей, является попыткой преодолеть пропасть между единым и отдельным во всем одновременно. Она, как и, например, философии Спинозы, Шопенгауэра, Гегеля, образует целую систему универсума, в которой все связано с фиксированными основополагающими аксиомами, которые, подобно атласу, держит на своих плечах весь космос. Но если Wittgenstein прав в том, что мы пользуемся суждениями в качестве принципов для суждений, как тогда выделить те суждения, которые должны лежать в основе других, ради того, чтобы те являлись истинными? То есть, когда выделение суждения совершается другими суждениями.